Майк Уилсон и Меган Ханиман жили и работали в уютном городке, создав необычный, но невероятно душевный бизнес. Они были основателями и единственными ключевыми сотрудниками небольшой компании, специализирующейся на дизайне и изготовлении настенной мебели для кошек. В их мастерской, пропахшей свежеструганным деревом, натуральной пенькой и масляными морилками, рождались замысловатые настенные мостики, гамаки, ступени, мягкие полки и устойчивые лесенки. Идея такого производства возникла не случайно. Майк и Меган прекрасно знали, что современные городские коты часто страдают от скуки, лени и гиподинамии. Многие хозяева сталкиваются с проблемой. Их любимцы, превратившись в изнеженных, медлительных и вальяжных пушистых лежебок, проводят целые дни на диванах, постепенно теряя форму и жизненный тонус. Настенные комплексы Майка и Меган решали эту задачу идеально. Они превращали обычные стены квартир в настоящие полосы препятствий и вертикальные парки развлечений, стимулируя домашних питомцев больше прыгать, карабкаться и исследовать пространство, задействуя их природные охотничьи инстинкты. Для того, чтобы продукция была не просто красивой, но и максимально функциональной, эргономичной и безопасной, ее требовалось постоянно испытывать. Майк и Меган подходили к этому вопросу с полной ответственностью. В их доме уже проживали два замечательных кота, которые с радостью выполняли роль главных испытателей и тестировщиков всех инженерных новинок. Каждая новая конструкция сначала монтировалась в гостиной или коридоре, после чего хвостатые эксперты тестировали ее на прочность, проверяли удобство ступеней и мягкость подвесных полок. Однако со временем молодые люди почувствовали, что в их просторном доме и в их сердцах есть место для еще одного четвероногого члена семьи. Решение не заставило себя долго ждать. Они решили взять третью кошку из местного приюта для животных, чтобы подарить тепло и заботу тому, кто в этом действительно нуждался. Приехав в приют в один из выходных дней, Майк и Меган рассчитывали увидеть обычных обитателей, игривых котят, боязливых подростков или грациозных взрослых кошек. Но едва пройдя по коридору с вольерами, они остановились как вкопанные. В одном из отсеков находилось существо, которое выделялось среди всех остальных не просто сильно, а колоссально. На мягком подстилочном коврике лежал кот поистине невероятных, почти фантастических габаритов. Это был Бронсон. Кот был настолько огромным, что с первого взгляда трудно было поверить, что перед ними обычный домашний кот. Из-за своего гигантского веса Бронсон едва мог передвигаться. Каждое движение давалось ему с огромным трудом, поэтому большую часть времени он просто неподвижно лежал, тяжеловато дыша и лишь медленно поворачивая массивную голову вслед за проходящими людьми. В тот день Майк и Меган так и не решились взять кого-либо из обитателей приюта. Слишком уж неожиданной и ошеломляющей оказалась эта встреча. Они вернулись домой, но Бронсон буквально застрял у них в голове. Его печальные, но невероятно добрые глаза, его невероятная беспомощность перед собственным весом не давали им покоя ни во время работы в мастерской, ни во время вечернего отдыха. Они постоянно ловили себя на том, что думают о нем и обсуждают его судьбу. Не выдержав неизвестности, парень и девушка начали расспрашивать работников приюта о прошлом этого необычного кота, и те поделились с ними его трогательной и печальной историей. Оказалось, что Бронсону было всего 3 года, самый расцвет кошачьей жизни и активности. Кот был невероятно ласковым, добрым и спокойным по характеру, он совершенно не проявлял агрессии и очень любил людей. До попадания в приют он жил у пожилого человека, который безумно любил своего питомца, но выражал эту любовь единственным известным ему способом – непрерывным и неограниченным кормлением. Хозяин давал коту огромные порции самой сытной еды по первому же требованию, не задумываясь о последствиях для его здоровья. К сожалению, пожилой хозяин скоропостижно ушел из жизни, и Бронсон остался совершенно один.
Родственники умершего не смогли взять раскормленного до необъятных размеров гиганта к себе и передали его волонтерам приюта. На следующий же день Майк и Меган снова отправились в приют. На этот раз у них не было ни тени сомнений или колебаний. Они твердо решили забрать Бронсона к себе домой, принять этот непростой вызов и сделать все возможное, чтобы решить его тяжелую проблему с лишним весом и вернуть ему радость полноценной, активной жизни. Когда формальности с документами были улаждены, и Бронсон оказался в своем новом доме, молодые люди смогли рассмотреть его поближе и были окончательно поражены. Наш новый питомец отличался невероятной, глубокой нежностью. Стоило хозяевам лишь слегка прикоснуться к его густой шерстке или погладить за ушком, как он тут же заводил громкое, бархатистое мурлыканье, похожее на рокот маленького мотора, и начинал ритмично перебирать и мять подушку своими лапками. При более детальном осмотре выяснилась еще одна удивительная особенность Бронсона. У него была полидактилия. На его лапках присутствовали крупные лишние пальчики. Из-за этого его передние лапы выглядели необычайно широкими и массивными. Создавалось полное впечатление, что этот гигантский кот надел на свои лапы уютные, толстые зимние варежки. Это придавало его образу еще больше очарования и милоты. На следующий день после переезда кота повезли в ветеринарную клинику на полное и всестороннее обследование. Ветеринары встретили Бронсона с удивлением и огромным профессиональным интересом, ведь такие случаи встретишь нечасто. Врачи внимательно изучили состояние здоровья кота, взяли необходимые анализы и строго предупредили Майка и Меган. Снижение веса у кошек должно быть максимально медленным, осторожным и постепенным процессом. Слишком резкое похудение для организма кошачьих крайне опасно. Оно может спровоцировать липидоз печени и другие тяжелые патологии, которые способны привести к быстрой гибели животного. Специалисты разработали для Бронсона строго индивидуальную программу диеты. Суточная норма калорий была жестко ограничена и не должна была превышать цифру в 375 килокалорий. В рационе строго сбалансировали пропорции. В нем обязательно должен был присутствовать как качественный сухой корм для контроля зубов и усвоения клетчатки, так и влажный консервированный корм для поддержания водного баланса и необходимого уровня белка. Все сотрудники клиники, от ассистентов до ведущих врачей, были просто очарованы Бронсоном. Его добродушный нрав, забавные лапки-варежки и терпимость к медицинским процедурам покорили их сердца. Каждый из работников клиники старался хоть на минуту зайти в кабинет, чтобы полюбоваться этим добродушным гигантом и погладить его. Первое время дома Бронсону давалось нелегко. Из-за своей массы он практически весь день проводил в лежачем положении, с трудом переворачиваясь с боку на бок. Но Майк и Меган не намерены были сдаваться. Они установили четкий график. Каждый день они выделяли как минимум 20 минут для активных игр и физической терапии, используя специальные мягкие игрушки, удочки с перьями и лазерные указки. Чтобы заставить кота делать хоть какие-то шаги, они шли на хитрые уловки, аккуратно переносили Бронсона на специальном покрывале как можно дальше от его любимого спального места или миски с водой, вынуждая его самостоятельно возвращаться назад. Затем хозяева решили усложнить тренировки. Питомцы начали аккуратно относить на второй этаж дома, чтобы он медленно спускался по лестнице, задействуя мышцы лап и спины. Однако практика быстро показала, что для таких существенных нагрузок на суставы коту сначала нужно было хотя бы немного убавить в весе, иначе спуск по ступеням мог травмировать его связки. Тренировки временно скорректировали, сделав их более щадящими. Желая привлечь внимание общественности к важной и острой проблеме кошачьего ожирения, а также вдохновить других владельцев домашних животных на заботу о здоровье питомцев, молодые люди создали для Бронсона личный аккаунт в Инстаграме. Они начали регулярно выкладывать фото и видео его ежедневной рутины, тренировок, взвешиваний и маленьких побед.
У Бронсона быстро появились первые верные поклонники, которые оставляли сотни ободряющих комментариев. Настоящий перелом произошел после того, как о Бронсоне написали крупную статью в известной газете. История кота-гиганта, попавшего в заботливые руки мастеров кошачьей мебели, моментально разлетелась по сети. Число подписчиков его аккаунта стремительно выросло до 50 тысяч человек, и Бронсон превратился в настоящую интернет-знаменитость. Люди со всего мира следили за его судьбой, присылали слова поддержки и искренне радовались каждому потерянному грамму. Когда кота только забрали из приюта, весы под ним показали шокирующую цифру — 14,9 килограмма, что превышало норму для обычного кота почти в 3 раза. Однако благодаря любви, терпению, строгому соблюдению диеты и постоянным занятиям, уже за первый месяц проживания в новом доме Бронсон потерял 800 грамм. Это был колоссальный и безопасный успех. Ветеринары подтвердили, если он и дальше будет так же упорно выполнять все рекомендации специалистов и уверенно идти к цели, то всего через год сможет полностью нормализовать свой вес, стать здоровым, подвижным и, наконец-то, опробовать все настенные полочки и лесенки, которые Майк и Меган создали в своей мастерской.